привет! Это Гагарин Шоу. И, значит... Классный старт. Так, я даже не знаю, что делать. Что делаем? Как я давно этого не делал. Начинаем КВН. Блин, ты можешь, не зевать? Ну что ты за ублюдок? Ай! Ну ты делаешь это? Даш, ну не ебашь. А меня что ты не фотографируешь? Ты что, совсем Уже, я все проконтролировала. Я тоже красивый. Давайте помолчим остальные. Раздевай меня полностью, а не просто рукав. Там мясо стынет. Ребята, Глебу вообще все похер. Все ваши съемки, что вы там все в жизни планируете? Всем привет, это Гагарин Шоу, 36-й выпуск. И как вы могли догадаться, мы пропали, но не потому, что у нас закончился бюджет, а просто я был на грани жизни и смерти, потому что меня настигло вот это вот сраное дерьмо, про которое все разговаривают по телевизору. И, конечно же, значит, не было у меня никаких сложностей, легкие у меня дышат прекрасно, хотя я курю 2 пачки сигарет в день. Но! Поехали. Так вот, собственно говоря, да, я хотел сказать искренне и откровенно, что я переболел вот этой вот болезнью, хотя я думал, что я киборг, и меня тоже не коснется, вот, но меня коснулось, и, собственно говоря, хочу вам сказать, что внутри ощущение наихеровейшее. Перепады настроения, как у моей жены при месячных, значит, ничего не понятно, какая-то дурь и всякая разная глупость, но самое главное, ребята, что вы должны усвоить. Криптовалютчика ковид не разъебет, потому что криптовалютчик это максимально сильный, чисто солидный чувачок. И поэтому наша передача продолжается независимо ни от каких, твою мать, пандемий. Вступление на 18 минут можно как-то покороче? Ковидный. После ковидный. А смотри, Глеб потренировался, пока ты болел. Теперь у нас в передаче, вот прямо с сегодняшнего выпуска, появляется некоторого рода сценарий и план. Я, конечно же, пытался воспрепятствовать этому, значит, развитию событий, но, как показала практика, нельзя снимать 35 передач, засадить туда нахуй бюджет Зимбабве и иметь 7 тысяч подписчиков, поэтому нужно что-то менять. И я, соответственно, значит, поддерживаю такие изменения, чтобы подписчиков стало чуть-чуть больше. И, собственно говоря, сейчас прочитаю в табличке, что у меня там написано. Читай. Представить ведущих и гостя. Так вот, постоянные ведущие нашей передачи. Глеб, его высочество Ушаков. Даша, красивая, стройная, понятная, вменяемая, лифчик забываемая, прекрасная Дашенька. И сегодня с нами человек, который разъебал всех на 10 миллионов! Евгений Покерист Качалов! У него другой никнейм. Евгений, не отходя от кассы. Какой никнейм? Не Какой знаю, никнейм? я забыл. У меня Есть в сразу... покере никнеймы, как в Counter-Strike? Нет? Да не, нету. Можно у меня сразу, не отходя от кассы, есть подарок для Евгения, чтобы он чуть-чуть себя почувствовал в этой холодной пиу-пиу студии. Как дома. Ребят, Спасибо. угостите нашего гостя чаем. Женя, сразу открывай. это Сразу я? открывай. Это я. Сразу открывай на камеру, потому что там может оказаться ничего. А что там? Размазанный Женя на чашке! Прекрасно, да. Спасибо. Ну что же, друзья, сегодня с вами бессменные ведущие и прекрасный гость. А это значит, что первое в мире шоу о криптовалютах и финансах Гагарин Шоу начинает 36-ю серию. Аминь. Поехали. Заставка. Вы понимаете прекрасно, что мы уже с Глебом и с Дашей всемирно известные ребята. Давай не так. Даша и мы тоже. Принесите, пожалуйста, плетку. Я хочу за неудачные шутки лупить Глеба. Поддерживаю! Я с первого выпуска об этом размышлял. Ты звезда у нас, а мы так. Глеб, и с каждым выпуском плетка будет больше и больше. Да. Я, значит, хотел бы вас познакомить с Женей. Собственно говоря, у меня есть несколько фактов про Евгения. Так, а ну. Так. Первый факт. Вы вот посмотрите на Женю. Вот такой абсолютно, спокойный,
нормальный такой, адекватный парень идет такой по улице, ты же никогда в жизни не подумаешь, что он тысячи людей на 10 миллионов долларов в покер. Посмотрите на Женю. Вот, можно большой кадр, максимально Жене на лицо, как на чашке, что вот так вот. Посмотрите, лицом, да. 10 миллионов долларов. Лицо, да. Я как бы не супер шарабеню в покере, там какие-то, наверное, есть комбинации, все дела, но, насколько мне известно, после просмотра, значит, вот этого фильма «Молли», там, значит, надо управлять эмоциями и так далее и тому подобное. И вот я, смотря на Женю, понимаю, что, в принципе, задатки были на генетическом уровне. Понятно, где научился, да? Покерфейс? Ты имеешь в виду? Смотри, чувак просто как бы 10 лямов долларов, 10 миллионов долларов. Я столько никогда даже не видел, даже по телевизору, в кинотеатре не видел 10 миллионов долларов. Так, я увольняюсь. А Все мне покеристами обещали становимся. другое. А ты точно продюсер? Даша, я видел 1000 биткоинов. А где мой тот, который вы подарили? Пьяной подарили мне биткоин, до сих пор никто не знает, где. Ладно. У нас, кстати, обращу ваше Каждый внимание, раз вот так мы появились как у переходим к фактам, профессиональных когда о моем ведущих. подарке. Мы теперь не какое-то быдло с района, а мы теперь профессиональные ведущие. Ведущий. У нас вот такие таблички, и я буду их переворачивать, и там будет за следующей табличкой следующая, и там всегда новый текст. И, собственно говоря, значит, факты про гостя! Это Гагарин-шоу. Факт номер 1, Жень. Ты самый известный и самый успешный игрок в покер, запятая. Окей. В Украине? правда? В Украине, наверное, правда, да. Но при этом имеешь и мировую же славу, правильно? Да. У нас тут еще указано, что ты амбассадор покер-матч. Да, верно. Я одно время представлял там одну компанию, называлась Poker Stars. Я представлял Украину везде, ездил по всему миру. Сегодня Да. я представляю Кермач, это украинская, самая крупная Да. онлайн-покеру. Я ее представляю в Украине. То есть везде, где я езжу, у меня украинский флаг, и я представляю Украину. Такое. Что ты сказал, онлайн покер-рум. А есть разница между онлайн игрой и вот физическим присутствием на игре? Оффлайн называется. Ну, конечно, есть. Да. Ну, как разница? В правилах нет, а так разница. В ощущениях. Но ты себя где Поверь. круче чувствуешь, в онлайне или в оффлайне? Да, там разные плюсы и там, и там. Потому что в оффлайне ну, просто круче тебе где? более живая игра, потому что ты именно видишь людей, ты видишь эмоции, ты Но видишь... ты король можешь оффлайна или реагировать. онлайна? Ну, у меня и там были успехи, не могу сказать, что там... Покерфейс, Ты и можешь там, и ответить на там. вопрос, я не понимаю, что ты ходишь вокруг да Ну, это как около, футбол и как мини-футбол. Анатолич просто. Ребята, дайте мне срочно плетку. Я не знаю, у тебя есть там факт или нет, но в финале турнира, одного из крутых турниров, Громче, я плохо слышу. в финале одного из крутых турниров Женя обыграл Даниэля Негриану. Я думаю, что такого дядьку даже ты слышал. Нет. Даниэль бывший. Негриану заработал миллионов 40, наверное, покером. Я Да. сейчас Ну, он считается одним из самых лучших в небрежно мире, да. ставлю $50 на то, что это Дашин бывший. Я уверен на 100%, что в Киеве в ресторан не может зайти тип, у которого есть 10 миллионов долларов, Ты что, и бабы в шутишь? заведении не знают, что у него есть 10 миллионов Может. долларов. Ты что, шутишь? Ты даже Конечно, не знала. может. Или это типа мало для Киева? Это Продолжаем. Норм. Просто у нас в Харькове, если у тебя есть бэушная тачка Скопарта и несколько фотографий возле яхты, ты уже очень уважаемый Ты миллионер. опять про Анатолича, что ли? Да смотри, Глеб сегодня взбодрился. Да, Да ты хуй же меня тут каждый... Глеб жив. Смотри, ну давай так, предположим, что вот вы знаете, что точно и у одного, и у второго чувака есть 10 миллионов, значит, выигрышных. Но один из заработал- них Антон. Один из них заработал на покерных турнирах, а второй заработал на рипле. Но неважно, 10 миллионов долларов. Кому из них будет отдано предпочтение? Первому принесут кофе. Криптовалютчику или покеристу все же? Тому, кто первый заговорит. И сдаст карты. Не-не-не, бабки И покажи. вот, дорогой зритель, тебе первый лайфхак. Независимо от того, криптовалютчик ты, мивинщик или покерист, ты должен, обязан первый заговорить. И предъявить бабки. Если ты мивинчик, напиши мне в личку. Каждый мивинщик сейчас отправил немножечко сообщений нашей Дашеньке. Немножечко себя. Значит, Женечка, ты многократный чемпион мировых турниров. Да, есть такое. Как это быть таким человеком? Ну, есть много турниров, есть много серий, там профессиональные покеристы ездят Как там, хочется по всему задать миру. тебе вопрос, и- можно, пока ты не начал свою длинную историю давай. неинтересную? 2 секундочки, смотри. Я представляю себе, что ты типа мега топовый тип, вообще просто завалить. А было такое, что ты заходишь в закрытый клуб какой-то, и все такие типа, посмотри, кто пришел. Мне кажется, так каждый раз.
Ну ты так в офис каждый день заходишь. Это ж Носов идет. Видели Носа? Да что ты гонишь? Я с ними со всеми... Хочется угорить, конечно. но не Я буду. на один унитаз с ними сажусь, братан. Каждый У божий нас день. выделен унитаз. Нихуя. Блин, и Глеб, это тебе так сказали. На этом унитазе я видел пару дней назад и уборщицу, кстати, очень умничка. И... Она в другой ходит, она в Послушай, женский ходит. Алло. Послушай. А Вот и вопросик, вопросик. Значит, это был уборщик. Жень, расскажи просто. Так что рассказать? И то расскажи. А что? Повтори Ты не вопрос. не Так какой задал. вопрос? Что ты вот хочешь ты узнать? вот на международном уровне невероятно топовый чувак. Ну, а Ты было у говоришь тебя про такое, больше что ты как вот в турнира? игре Молли приходишь такой, как темная лошадка, и типа все такие, Там типа, все друг друга знают. То есть Все там- равно там все знают, да? Не так, да. А в крупные турниры, конечно, то бывает. То есть да. ты, короче, не можешь зайти Да, как я ноунейм, вопрос. потому что все знают, что Давай ты я как- вопрос задам. Давай. Скажи, тебе как легче играть, когда все тебя знают, и ты понимаешь, что ты можешь давить стеком, фишками, ставить all-in, давить на то, что ты Так, это профессиональный... сколько у тебя фишек? Вызовите Да. мне такси. То есть ты понимаешь, что Человек не тебя... оклемался после первого выпуска про криптовалюту, тут еще стек добавился Стейки. на тебе туда. Medium rare. Medium rare — это мясо. Не стейк. Да понятно, что не стейк, но я под... Да Так понятно, вот. что вы Пытаюсь говорите. Можно подхватить medium rare разговор. стейк. Так Лясни тоже. хлеба на всякий пожарный. А можете показать, пожалуйста, свое самое коронное покер-лицо? Фейс. Такого. Нет, Пожалуйста. может быть какая-то Ну, как была нет? ситуация, Ну, где такого ты в разговоре, и вот какой-то розыгрыш был действительно прикольным. Вов, покажи Я сейчас его сам. разбу, смотрите, с этим покером. Давай так, смотри, у нас на столе Кто 10 первый миллионов моргнет? долларов лежит. Давай, все, значит, я должен блефовать. Окей. Так, у тебя какая-то крутая Выключаю. комбинация, у меня мы не знаем, короче. Давай, я сейчас буду делать лицо. Садись ко мне на ручки. Я сейчас буду делать Да. лицо, как Тебя будто я сразу- именно топовый. Смотри. Да. Давай, покерфейс. Да. А тебе что, челку сделал? Я себя сам сделал с утра. Пипонск. Пинг-понг. Это, я думаю, что Люсечка. Такие морды я Такие видел. морды я не видел. Не, видел такие тоже. А тут я такая за спины. Таких я тоже видел, говорит, да? Такие, да. Это в Лас-Вегасе было матч. А Жека играет по-настоящему. Ты, Вовчик, Да, конечно, просто... чувак 10 миллионов долларов выиграл в покер. А у тебя нормальный рельеф. Все, ты мне Только жопа костлявая. чего не скажешь обо мне. О! Взбодрись. Какую-то А было информацию такое, отдать что за столом дополнительно. говорят, я твою мамку ебал. Могут с турнира выгнать. Вот такое. Серьезно? Ну, да есть правила Обзываться особые. нельзя. Я сразу понимаю, что, скорее всего, у меня не получится играть в покер. Вопрос такой, а есть какой-то, значит, регламент, что можно, а что нельзя? Ну, то есть мы определили, что я твою мамку ебал, нельзя говорить. А я мамку друга Нет, ебал. например, вот я сижу, например, сижу, вот у меня там тузы и короли, я не знаю, что там главное в покере, и я такой сижу и говорю, а это правда, что у тебя маленький дряблый писюнчик? В таком Ну, с случае... серьезным лицом, Не, я ну ж в не таком шучу. случае просто есть эти вот... Бита. Стюарды. турнирные директоры, которые ходят и могут тебе просто предупреждение сделать, что если там ты еще раз такое сделаешь, у тебя там такое Подойдет наказание, такой, такое, типа, да. огромный у него член. Я знаю. Так, У значит, меня можно а мы- вопрос сразу в эту же Сразу тему? давай. Там где-то, я не знаю, есть у Вова написано или нет, У нас что... одинаковое написано, если У что. меня нету этой информации, это только у тебя. Глеб, Слава это тебе. импровизация. Что ты топишь за развитие покера как вида спорта. Его еще не признали, на какой стадии, ну, потому что это на самом деле очень прикольная игра, да. Ну, вроде интеллектуальная. не была. признали еще или... Ну, то есть есть как бы официальный чемпионат Украины, можно быть мастер спорта по покеру. Да, да. Ну, это как ментальный вид спорта. Это я вот сейчас, например, занимаюсь киберспортом со своей компанией. Для меня это тоже как спорт, более в Шашки, виртуальном шахматы. мире. Не, на самом Я деле, не знаю, я как-то очень своеобразно отношусь к тому, что очень многие штуки, которые никаким образом не являются спортом, относятся к спорту. То есть я считаю, что это огромный труд. А гольф — это спорт? а стрельба из Не лука. спорт, а бейсбол. Просто мне не очень нравится классификация, знаешь, вот что мы вот все спорт называем. Ну так давайте сделаем секс-спорт. Ну почему нет? Просто, Так давайте ну, сделаем наконец-то Слушай, уже. ты знаешь, что есть порно-Оскар или нет? порно-Оскар Что я 30 знаю. лет Почему вручается? секс не спорт? Так Но вы сделай думаете, его. что трахаться просто или как? Смотри, вот После 30? Не, смотрите, давайте любую движуху, которая сложная, непростая, и не каждому дано, называть спорт. Картошку садить. Спорт. Почему не спорт, скажи? ну реально. Покакать Ну, с если утра после соревнуемся, красного если- перца, съеденного вчера, спорт?
Жопа горит? Горит. Животик крутит? Крутит. Работа горит. Работа, значит, Кипит. кипит. Спорт. Ну, короче, я, знаете, типа да. Это Гагарин-шоу. Жека, ты не пробовал со своими навыками пойти, например... Погулять, например. Пару часов? Ну, если Лехе зашла шутка, значит, она хорошая. Леха, подсядь сюда поближе. Пойти в переговорщики, например. Ну, то есть у тебя финансовое образование Нью-Йорка, у тебя огромный опыт в построении покерфейса. Посол доброй воли от Украины. Построение. А вы сможете нам потом преподать легкий курс? Ну да, я несколько смогу, тезисных, да. как бы, да, Да, вот смогу, правильно. Потому что я вообще не умею. Хочу объявить то, что все случается в первый раз. А ты что, уже вино пьешь? Ну, уже именно... Я его привезла сюда, если что. Мы с Дашей Я сами хочу разберемся. узнать, насколько глубокие у нашего Евгения познания о криптовалюте. Ну что же, у нас здесь есть такой немаловажный вопрос. Заключается он в следующем. Есть ли у тебя в жизни или были ли у тебя в жизни какие-то случаи, связанные с криптовалютой? Ну, по-любому, ты же просаживаешь все в карты, по-любому касался У криптовалюты. меня, вот, допустим, был. Какой-то ICO участвовал. Одни мои ну, знакомые подарили мне. Я сам не участвовал, но у меня был случай, я помню, когда или в 10 или в 11 году, когда я был у товарища дома в Лос-Анджелесе, и там ребята рассказывали мне про биткоин, что это нужно это обязательно купить. Он на тот момент стоил $30. Я помню, на него посмотрел, там он стоил как 1 цент, потом вырос $30. Я думаю, ого, как вырос. Ну, как бы я вообще ничего про это не понимал. Покупать уже было дорого по $30. Да, уже было дорого, да, Уже по $30, было дорого. ого. Что же уже Вы там он стоил запомнили, цент, ребят, смотрите? а тут он $30 Это стоит. экспириенс из 2011-го. Покупать по $30 было уже дорого. Да. Вот услышьте, Да. пожалуйста. Скажи, пожалуйста, размышлял ли ты на тему там узнать поближе эту отрасль, как-то там познакомиться с этой инновацией? Ворваться в крипту. В крипту, да, Ворваться. конечно. И ты ворвался или нет? Не, ну так, сдалека, но я очень люблю много, там, стараюсь много про это читать, я понимаю, что это будущее в этом, и... Скажи, пожалуйста, вот ты заработал $10 миллионов. А ты их уже все просрал или что-то еще осталось? Много вложил в свою компанию. Вот Инвестировал. в свою киберспортивную компанию. Киберспортивную компанию. То есть ты реинвестировал. Много это Ну, и больше половины? чуть-чуть, конечно, в биткоин жизнь тоже. оставил. И родителю говорил тоже чуть денег в биткоин вложить. Наш на человек. будущее. Прикинь. Предложил вложить или вложили вы? Не, вложили, да. Вложили и ты, Ну, и я родители. сказал, я Офигеть. им объяснил, что это как страховка против того, что обесценивается доллар, если будет продолжать обесцениваться доллар. Вот это круто, молодца. Да. Видите, ребята, картишки картишками, а мозги-то у человека на плечах есть, все в порядке. Новая рубрика в Гагарин-шоу. Ну что ж, Ну что ж. Ну Слушай, что смотрит. сказать, ну что сказать. Раздевай меня полностью, а не просто рукав. что значит раздевай? Блин, давно я не затягивала. Узду. А что это такое, Даша? Что происходит? Сейчас узнаешь. Люблю, когда мужчины не знают, что происходит, еще и спрашивают об этом. Ты, Глеб, уже приготовился? Я знал, что Сомкни. все будет непросто. Хотелось бы, конечно, и Жене одеть. Так, а что это за Что ты прибор? скажешь? Блин, Я а не что знаю, не знаю, что это. Это больно сейчас будет. Что там током бьет? Да. Это Гагарин-шоу. Рубрика «Шокирующие новости». Я буду задавать вопросы о криптовалюте с 3 вариантами ответов. Если гость допустит ошибку, я нажму на красную кнопку, и тогда мальчишки получат разряд тока. Жек, я тебя прошу. Мне, может, будет даже интересно называть неправильные ответы. Ребят, мне надо проверить, работает или нет. Работает. Ай, ну нахуй ты делаешь это? А говорит, давайте вы будете играть на камеру, как будто оно бьет, блядь. Ни хера себе играть на камеру. Даш, ну не ебашь. Ты чего? Да ну больно, блин. Больно реально. Стоп, а после короны можно такое делать? Нужно. Что да, блядь? Ты что, врач? Есть врач в зале? Я. Если я сейчас дуба врежу, блядь, никому не завидую. Жека, можешь отвечать нормально, пожалуйста? И зарплаты тоже не получите, да. У меня руки вспотели, это ж больнее бить будет.
Да, молча стой там. Володь, да, давай без хуйни. Смотри, Жень, сейчас мы будем тебе задавать, это я, буду тебе задавать вопросы о криптовалюте. И за все неправильные ответы наши ребята будут получать разряд тока. Слушайте, я понимаю, что это новая рубрика, и все очень круто, но я просто не могу понять одного. У нас с Женей не было Что времени. здесь делает Глеб? Это вопрос всегда. Смотри, если бы у нас с Женей было время какое-то, мы бы с ним пожили, значит, и я бы ему смог передать какие-то навыки, тогда я понимаю, почему вы Смотри. меня херячите током за то, что он не разбирается в Вовчик, криптовалюте. А сейчас я за что Вовчик, выгребаю? Итак, первый вопрос. Когда была проведена первая операция с биткоином? Вариант А. 21 декабря 2009 года. Вариант Б. 21 декабря 1994 года. Вариант В. 21 января 2009 года. Пепо, пепо, папри-па-па-па. Да, Глеб, я уже включаю. Я это. смотрю. Хлеба можешь 2009. просто так. Ты посмотри, какой ты друг. Ладно, давай, Подруга. давай Собрались. С. Так, оденьте, пожалуйста, наручник на Женю тоже. Это правильный уже вариант получил. ответа. Вариант 21 января 2009 года. Спасла. Повезло. Что, я уже получил свое, у меня один бонус есть. Второй вопрос. Количество биткоинов ограничено. Вариант А – да. Вариант Б – нет. Я тоже знала этот Тут ответ. легко, да. Ну давайте ебанем Глеба на всякий случай. Это за конкурс. Это первые несколько вопросов легкие, я так понимаю. Какой весь Потом горячий. начнем. Можно Конечно. греться. Так оно до Ответь. сих пор херячит. Нет, это тебе кажется. Посмотри, у меня шрамы остались уже. Это за дурные шутки. Третий вопрос. Да В идите вы в каком жопу. году будет добыта последняя монета? Вариант А в 2140, вариант Б в 2120, вариант В в 2084. Офигеть вопрос. Я Ну, бы не ребята, у вас 33% есть. Да, включаю это только- пультики. Пацаны, маякуйте. Тут так, на Шо? угад. Да Вова уже 0-2 проигрывает. Блин, я Да даже не тебе так знаю. кажется. Вова не проигрывает. Пусть будет Б, я не знаю. Ты показал. Да, вариант Б 2120. Ай, Женя, ебаный свет! Вариант первый, вариант первый. Я думаю, какого я в покер не играю, блядь. Вариант первый, 2140 год. На, тебе. За что? За правильный ответ, блин, смотрела, тебе так аж приятно. Это Гагарин-шоу. Следующий На вопрос. трипер. В каком году биткоин стал дороже унции золота? Первый вариант – 2015 год. Второй вариант – 2014 год. Третий вариант – 2013 год. Думай головой, Женя. Я включаю джойстик. Я помню, как она двигалась, но не помню точные года. Думай головой. Да какая разница, думай, не думай, мне все сколько равно не времени? по звукам. Женя, думай головой. Как будет 14 год? Сейчас, подожди, я посмотрю. Нет, 13 А его что ты не бьешь? Да бей, ну. Какой год? Ответ, с 13 был, Да, да. в 2013 году. Следующий вопрос. Последний, я надеюсь. При этом в апреле 2013 года биткоин показал сильнейшее падение курса. За сутки он упал на невероятные А – 70%, Б – 80%, В – 69%. Это чтобы уебать нас Да, ребята, точно вы- или что? Это Неправильного- 100% нас упороть. На Кто 100%. составлял вопросы? Вова, где ты есть? А составляла вопрос. Даша. Глеб. Вам не повезло извини. с гостем, вас будет током бить. Да любой называй, Да потому я бы что... сам не Давай. ответил, Жека. Нужно монетку Это кидать. вопрос подстава, это кидалово. Это кто-то Я не завелась знаю, ну. крыса в зале. Я беру 69 с Дашей. 69 – мое любимое число, но Неправильное, да? Первый раз же уже не Что-то оно промазала. не сильно любимое. Ладно, следующий вопрос вам всем понравится, потому что вариант очень очевиден. Даже Давай. я знала ответ. Давай, Даш. На какую валюту чаще всего обменивают биткоин? А – доллары, Б – юани, В – на гривну. Опять под... Здесь опять вопрос подстава.
шутишь? Я Шутишь? И я отвечаю, что тут Чаще всего обменивают Ну, на вот тут- какую? вот тут Это Блин, очень тут спорно, да. очень Спорно. Да, Я это даже думаю, что я в Китае там знала. очень много меняют. Я не знаю. У там- меня в пометках майнинг. не было ответа на этот вопрос, но я сразу ответила. Мне говорят, да, правильно, мы забыли поставить. Какой правильный? Да ну, стой, ну, Ну как ты Ну, думаешь? оно Блин, я не больно знаю, тебе. типа легко сказать доллар, но я не знаю, может это юан. Мне Победил, доллары. Ух, а я бы, кстати... Глеб, а я бы, блин... А я бы не расслаблял. лупани его током и одновременно поляшки. А ты не да. блин, потому что... Ладно, давайте, следующий вопрос интересный. Что купили за биткоин первым? Это знают все. Подожди, не Жека, давай. отвечай. Ну. А. Пиццу. Б. Птицу. В. Путевку в Ниццу. Хорошо придумано. Ну, пицца. Класс. Видишь, Ух, наш наш мальчик, человек, наш 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 мальчик. мальчик. Все. Ладно, следующий вопрос. Какая это была пицца? А. Это были две пиццы Нью-Йорк. Б. Пицца без лука с пепперони, грибами, колбасками передача и «Слива». сыром. С. С луком, помидорами, грибами, сосисками и сыром. Жека, я не Я убью подсказчик, его. я не знаю. Такое придумать. Что, есть такая информация, да? Что Есть такая Чувак пицца. заказал за 10 Есть. тысяч биткоинов 2 пиццы. Ты уже как бы Да, давай подсказал. вспоминаем. Пожалуйста, за это. Что я ему Ударил. подсказал? Пошел, два остальных варианта по одной пицце. Да что ты меня Ладно. пьешь? Ты его должна бить! Ну, бля, А что ты плачешь сразу? потому что больно. А кто тебе сказал, что будет приятно? Так он подсказал, его ударь хоть Так я раз. хотела его ударить, что-то это Хотела, а- включилось. Какая пицца? Ну ладно, пусть будет А. Спасу, ребят. Нет, не спасу. Это Гагарин-шоу. Житель Великобритании случайно выбросил жесткий диск с кошельком. Сколько на нем было биткоинов? А. 666. Б. 7000 биткоинов. В. 7500 биткоинов. Так, посчитай, потому что я помню эту историю. Там Давай, было, давай, давай. Там было что-то там Пока 200 с чем-то включаю миллионов долларов. То есть пультики. как это- Есть даты? Нет. Просто сказано выбросить. Да, житель Великобритании Не знаю, случайно выбросил. Ты 7 думаешь, часто выбрасывали? Это вопрос фейк. Очень, кстати, Всё. да. Хорошо, тогда я вас обоих сейчас. Не, подожди, Да не, подожди, ну подожди! Подожди, Женя, подожди, стоп! Тогда это было, как биткоин как раз когда был сколько, где-то по Ой, 40, блядь, у меня наверное, в тот сердце время, в заболело. тот момент. 50 А как как раз там что-то позже? такое Сердце где-то там. заболело. Ладно, все, давайте, будьте сильными. Бля, Мы закончились. Хотела сказать наручники, но нет. Ох и Даша. А теперь я хочу, чтобы мальчики не расслаблялись. Все мальчики? Да. Так Женя расслабленный всю дорогу сидит. Какого Ну, сейчас мы хера? его напряжем. Давай, чуть-чуть. напрягись. Я за вас Женя. нервничаю. Я про них выучила все, а знают ли они хоть что-то обо мне? Мы все отвечаем? Не только вы с Глебом. Ребята, вам вопрос понравится. Давай. Какой размер груди у Даши Астафеевой? А. Что за Даша Астафьева? Б2, Всех сразу. Дайте Жене наушники. В3, Г4, Д5, Е, 1/3, 2/4. Хороший вопрос. Только она Астафьева, если что, Астафьева, Жека, давай. извини. Ничего. Какой размер груди у Даши равно- Астафьевой? А1, Б2, В3, Г4, Д5, Е, 1/3, 2/4. Родилась. Жека, а ты как думаешь, какая у нее грудь? Я не знаю, какая... А посмотри. Я по этим- кто такая Даша Не, посмотри. Астафьева, да? Я уже в Америке вырос, там по-другому считают. Там в инчах. И там же там по алфавиту, там А, Б, С, Д. По алфавиту. Ну, я думаю, Дэшечка. Третий, типа? Четвертый. А, села батарейка. Это вообще подстава. А меня сейчас Потому что ты неправильный ответ сказал. 2/3, 3/4. Я думаю, что у Даши 4-й размер груди. Моя рыбка. А я и сказал 4, Д, это 4. Ты сказал С, братан. Вы Никому шо? не послышалось. Вы чё, блин? Ладно, давай еще разок ударю. За что? Блин, мне показалось, да, это 3-й размер. Глеб, прости. Поцелуйтесь. А какую букву ты потерял? Я говорю, поцелуйтесь теперь, вам нужно помириться, у вас конфликт начался. Иди на- поцелуй. на служеб- Иди, дай потелюю. На служебной почве. Мгм. Моя рыбка сейчас. То-то же, блин. Хочешь меня бить током и после этого целовать, пожалуйста? А что ты отсел? Ну что, Так давай нам следующий так- вопрос, Жек. Сколько раз Даша Астафьева ночевала в доме Хью Хефнера? 2. А. Меньше 10. Б. Больше 10. В. Она не помнит из-за количества алкоголя. Все, ну третий, конечно. Вариант В. Он неправильный.
Ну, я думаю, Ну, что как до бы я 10. помню, думаю, что до точно 10. больше 10. Больше 10? Конечно. Слушай, я там жила несколько раз. Ого. Больше понимаешь? 10 точно. Я там жила несколько раз. Ну, Это я как? приезжала несколько раз к А Хэфу там в дом, гости. ну, Тебя ударит, чтобы ты вспомнил слова? в смысле, я не был у дома у Хью Хефнера. Да, дом большой. Туда Назовем можно это побывать? дом. А сейчас туда можно попасть? Я не знаю, как сейчас. Слушай, я на самом деле себе Конечно, в молодости, но- когда листал журнал Playboy, я себе представлял, что там прям вот в этом доме садом и хамон. Да, вот все так представляли. На самом деле там очень милая и классная атмосфера. Ну, то есть нету такого, что все трахаются на кушетках. Нет, это вот самое глубокое заблуждение. хамонада бегают по стенам, нет такого? это вот вообще самое мерзкое представление Ну, я об себе так атмосфере. представлял. Да, все так представляли. В А на каждом самом деле- интервью. А на самом деле На самом деле это дом, где ты сидит можешь дедушка встретить... и читает сказку. Вилла ты можешь Смита, встретить, Брюса Уиллиса. Очень... Глеб, я включаю твой это. Чего? Блин, стой, ну, не за что тут бить. Ну, просто, чтобы ты помолчал. Давай, Дашенька. На самом деле там очень классная атмосфера, где ты можешь встретить классных, гениальных там людей, актеров, каких-то известных публичных людей. Дом, в котором до сих пор живут традиции, которым больше 50 лет. Понедельник — день мужчин, пятница — movie time. Ведь классно же делать какие-то традиции, которые поддерживают люди, которые прожили всю жизнь. Может им предложить сделать еще день криптовалютчика? Ну, Среда, например. поздно, батюшка. Ну, а там кто за главного сейчас остался после того, как Хью? Сыну его. Сыновья, да. Сыну ж передали все. Ну, у него 2 сына, и один из сыновей занимается полностью плейбоем. Прикинь, ты такой маленький 5-летний Да, ты Хью, а ты знаешь, такой что он шуруешь маленький, из своей действительно? спальни, значит, утром чистить зубы, и рядом просто проходят девчонки с, ну, достаточно внушительными, понятными, значит, всякими штучками. Ты что, там девчонки именно... Это так кажется, что ты знаешь обложки. Все девчонки на самом деле со своими какими-то историями. Со мной участвовала в конкурсе девочка, Что за которая конкурс сделала... Ну, там же я снималась в шоу очень популярном. Просто легендарное шоу в Америке. Американское. Да, «Девушка-соседка» называется. The Girls Next Door называется. Знаешь? Слышал, да. И, значит, одна девушка была. Я говорю, блин, ты такая красивая. Говорю, почему ты приехала? Ну, и она постоянно волнуется, такая переживает. Мне надо выиграть, мне нужны эти бабки. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, у меня там долги, я там снимаю квартиру. Я сделала для этого шоу эти сиськи. Говорит, мне за них надо отдать деньги. Ну, короче, то есть... Сиськи в дол? Представляешь? На самом деле я даже... Кстати, нихуя инвестиция, я вам так скажу. Я тебе скажу, что... Лучше, чем купить Рипла на эти бабки. Я первый раз эту историю рассказываю, потому что сейчас я понимаю ее вообще просто комедию вообще во всем этом. Я даже не мечтала то, что я познакомлюсь с Хэфом, хотя с детства этого очень сильно хотела. И в Америке, конечно, ну, у нас все такие, Ты с знаешь... детства хотела познакомиться с Хью Хефнером? У нас так все такие отвешивают шуточки, типа, а что там, и там все там ебутся или нет, и так далее. Там, а Хэф там еще у него стоит или нет. На самом деле в Америке он очень неуважаемый человек. Когда ты его видишь и проводишь с ним время, ты действительно понимаешь, что это легендарный человек. Это друг Мерлин Монро, это друг Бетти Пейдж, это человек, который единственный мужчина пока в моей жизни, который действительно настолько принципиально и героически вел себя по отношению с другими людьми, что его хочется ставить в пример во всяком случае. Что, Глеб, шарахнуть тебя? Давай, Жека. Кого Даша любит больше? А. Луну. Б. Чичи. В. Чачу. Чачу она точно любит. Кто это? Ладно, Давай, я никакой. скажу честно, тут нет правильного варианта. Нет, потому что она их что всех я троих люблю любит. и Чичи, и Луну, и Чачу, Естественно. Чачу... и Камбучу. Смотри, я сейчас правильно отвечу при любых раскладах. Давай, Жек. Где у Даши ямочка? А. На щеке. Б. Под коленкой. В. Свой вариант. Свой вариант. А насколько глубокая? Маленько. Очень сложно ответить. Вариант Можно я А. отвечу? Б. Ты компаньон, друг. Тебя что, товарищ, кто-то понятно. бьет, что ли? Что ты матюкаешься? Да потому что все. Дайте я его ударю. Какой тут работает. Хватит, ну. Ладно, у меня ямки на плечах. Я не могу показать сейчас в этом наряде. Так у тебя и на щеках ямки, когда ты улыбаешься. Ладно, пусть будут. Ты правильно ответил. Не бьем только. Ладно, все. Это Гагарин Шоу.
Наша ключевая рубрика, мы, собственно говоря, разбираем новости мира криптовалют. Вот. Мы, конечно же, не углубляемся там сильно в тему и так далее. Мы просто поверхностно смотрим, что в нашем прекрасном мире происходит. Вот. И, собственно говоря, наверное, я тогда начну. Давай. Мэр Майами Фрэнсис Суарес, мэр Майами, мексиканец, в рамках подкаста Unchained рассказал о желании создать в городе центр для добычи биткоинов. По его словам, 90% майнеров добывают первую криптовалюту с использованием грязной энергии за пределами США. По словам мэра Майами, США готовы предоставить крупным биткоинер-майнерам доступ к возобновляемым источникам энергии. Он уверен, что Америка должна зарабатывать больше цифрового золота, в том числе из соображений национальной безопасности и охраны окружающей среды. Моя По рыбка. подсчетам аналитиков, производство криптовалюты ежегодно выделяет около 60 миллионов тонн углекислого газа, а каждая покупка биткоина на $1 миллиард эквивалентна годовым выбросам углерода от 1,2 миллиона автомобилей. И тут сразу Юлечка Тимошенко подключается и говорит: А я говорила. мне, знаете, что интересно? Мэр Майами, он стал таким, значит, амбассадором масс-адопшена криптовалют в Америке. Он же Да. вообще начал привлекать всех с Силиконовой долины, все начинают переезжать в Майами сейчас. Там сейчас он настолько удобно Он крутой все чувак, делает да? для бизнеса, да, но все его хвалят. Фрэнсис Суарес, обращаюсь к вам официально. Если же вам нужен доступ, так скажем, криптовалютный шлюз для того, чтобы обслужить те или иные ваши прекраснейшие идеи, то я вам могу скинуть в личку ссылку на прекрасную биржу WhiteBit, на которой ликвидности будет достаточно в любой паре, даже с каким-то шлакоблоком, который вам вдруг с утра захочется, значит, подарить в администрации А я могу вам мэра. в личку скинуть кое-что другое. Пишите. Мы же в личку договаривались, что эти WhiteBit. фотографии для личного просмотра. Это Гагарин-шоу. Глеб, зачитай нам новость, пожалуйста, если не хочешь получить в очередной раз. Робот впервые в истории продал собственный NFT-токен. Человекоподобный робот София, я его, кстати, видел, это уродство Мы редчайшее. его вместе видели, между прочим. Да, вместе, это кстати, была видели, я. на Мальте. Вместе, кстати. Я тебя взял тогда на Мальту с собой. Да, ты меня взял на Мальту, а я еще взял жену, да? Да. Нахер ты Лещенко И копил. мы хотели пойти танцевать румбу, но из-за того, что на пирсе накурились, не смогли. Не смогли идти, а не танцевать. Не смог ты. 2 из 3 члена команды как бы готовы А было ты что же не веселиться. пошел танцевать? Потому что я-то Глебчик. Короче, этот робот София, она ужасна. Ее как-то чему-то Что по учили. тексту читай то, что тебе написано, блин. Написано всякая чушь. Нет, читай про Софию. Ну, быстрее от себя делает вид, что читает, и пишет София. Человек- Нормальный робот, Хорошо. читай. Человекоподобный робот София продала NFT-токен, привязанный к своему рисунку за $688 800 на площадке Nifty Getaway. Это Что ты первый читаешь, случай как в будто это истории, тебя когда наорало. робот-гуманоид Читай с нормально. искусственным интеллектом выручил деньги за продажу невзаимозаменяемого токена. София создала свой рисунок на основе работы итальянского цифрового художника Андреа Боначетто. Владелец NFT помимо физического рисунка получит 12-секундный видеоролик, который показывает эволюцию портрета Боначетто в цифровую картину Софии. Полная херня. Как ты это всё делается? относишься к цифровому искусству? Правая кнопка нажал, сохранить изображение, окей. Блин. Потом зашел в группу в Телеграме, нажал на ячейку, Скрепочку. скрепочку, отправить, сказал, это я. С вас $688 800. Гривен. Ну, во-первых, я начинаю бояться робота Софии. Она ужасная, я тебе говорю, просто ужасная. Но на самом деле, вот тогда на Мальте это было очень интересно. Может, вы накуренные просто её Не-не-не, это смотрели? было Это очень японская интересно. вот эта? Это тоже японцы построили? Русская. Русская? Да, поэтому он Какая там- она русская? София. София не русская, Я чувак. уже смотрю. Вот эта София Нет, в она красной не блузочке, Да, да, да. лысая. Да, это не русская. Это русская, она ж, Не-не-не. это же «Братья 2» она снимала. Не-не-не, то тебе в другом заведении Да, подсунули это тебе. русскую. Интересно было то, что чувак, который создал этого робота, он объяснил, что она, значит, на основании всего, что она видит... Гонконгская компания. Какая? Вы чё, Гонконг? Ну так это Глеб сказал русская. я сказал, нет. Открыли-то россияне. Но такое создание могли только соседи сделать. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. За столом засиделись не зря. Видишь, оттуда это уже пошло. Глеб, Игрок. читай новость. Публичная компания из команды...
Публичная компания из Канады запустила ипотеку Быстрее. с кэшбэком в биткоине быстрее. от forclock.com. Плохой сайт, ссылка когда-то. Программа Стал предусматривает выплату до 3100 канадских долларов в цифровом золоте при оформлении новой ипотеки. Эта идея возникла в связи с растущим числом канадцев, желающих присоединиться к этому рынку, не рискуя собственными деньгами. Напомним, что в декабре 2020 года компания объявила о намерении вложить до 1,5 миллиона долларов в цифровое золото. Миллионов? Написано миллионов. 3 Новость рубля. недостойна. 3 рубля. 3 рубля вложили. 3 рубля Канада решила вложить. Канада скучная страна. Да, они там очень скучно вкладывают. Ты не можешь вкладывать весело в стране, в которой скучно. У них только, мне кажется, на хоккее весело. Хоккеистам. И то, когда они уезжают в Америку. Это Гагарин-шоу. Даш, скажи, пожалуйста. Давно ли это било Глеба? Это вопрос номер раз. Я могу это очень быстро исправить. Исправь, пожалуйста, я тебя просто призываю. Даш, зачти, пожалуйста. Классная новость у меня, прям вообще конкретно моя. Давай. Но ты же Съемки уже те- потихонечку разбираешься в криптовалюте? Конечно. Все. Съемки телесериала впервые будут профинансированы криптовалютой. Продюсерская компания Beacon Pictures токенизирует часть прибыли от картины, создав токен на базе блокчейна Ethereum. Комедия «Держись изо всех сил» станет первым сериалом, съемки которого спонсировались криптовалютой, пишет Deadline. Сейчас сценарий картины находится в разработке. Проектом занимается независимая продюсерская компания Beacon Pictures. Я правильно произнесу? Я смотрю, здесь сотрудники. Beacon Пушка Pictures. вообще. Beacon Pictures. Съемки сериала планируют начать в Пуэрто-Рико в августе текущего года. Как тебе такая И новость? там же и закончить их нахер. Сериал «Бекон», Пуэрто-Рико. Связь обрывается. Это Гагарин-шоу. Ребят, я предлагаю вам сыграть в необычный покер. Как вы все знаете, Евгений, в покере главное – это блеф. Сейчас я увижу, как вы умеете блефовать. Правила нашего покера такие. Я раздала вам всем карточки. Карточки, на которых может быть нарисовано что угодно. Я, так же, как и вы, даже не догадываюсь, что там нарисовано. Задача того, кто держит карточку, объяснить, что на ней, но сделать это так, чтобы ввести всех остальных в заблуждение и чтобы они не поняли, что там нарисовано. Но вы можете сказать, правда это или ложь. Глеб, ты готов? То есть я начинаю, да? Нет, Глеб. Глеб начинает, морозится всё. вовсю пьет Давай, чай. Глеб. Глеб, ты сейчас, если из-под пуза будешь смотреть, то не увидишь ничего. Ну, увидел. Ну, Такая емкость, ну, неплохой вид. Значит, там бульбашки идут. И Я уже могу голосовать? И там сидит таких 4 Чан. реально курочки нормальных сидят. Я считаю, что Глеб врет. Я считаю, что он говорит правду. Он не догнал вообще правила. То есть, как и я тоже. Глеб говорит правду из-за того, что тупит? Да. Я думаю, что тоже врет. Я уверен, что врет. А я Ну, думаю, давай. говорит правду. Значит, чан с бульбашками, и там 4 каких-то телочки. Давай. Я сказал 4 курочки. 4 курочки. Давай, Потому окей. именно я уловил суть игры, и там реально сидит 4 курочки с бульбашками. Я подумал, что вы сидите... Что это такое? Вы подумаете, что это джакузи с телочками, а это реально чан с курочками. То есть Даша +1. У Даши 1 очко. Вовчик. Что там? Бывший? Блин, на самом деле это просто моя любимая движуха просто. Ну, Караоке, что ли? Только! Это такая штука, почти как... Нет, как же правильно? Это почти как мороженое, только не, там, например, не в стаканчике, типа, или не как каштан на палочке, а вот по-другому. Рожок? И все, это чё все вы объяснение? жжётесь? Да. Я думаю, врешь, ты врешь. Да, что-то Чистый мне Да, кажется, тоже врёшь. врешь. потому Чистый что Врёшь. думал, что, чем наврать. Над мороженым бы бабы так не смеялись. А если даже правда, он не смог объяснить их. Ты врешь. Я считаю, что как для человека, у которого жена и 2 детей, в принципе, врать неплохо. Покажи. Что это? А что это такое? Я не вижу, что это. Покажи Даше в лицо, пожалуйста. А что это такое? Это жопа, из которой торчит зубная щетка. Вы же это не будете по телеку показывать? Это не буду. Это же не человеческая жопа, это подставка для зубной щетки и брелок. бритвы. Да, блин, спасибо, А что ты здесь уточнил. мороженое, которое ты как бы в вафельном стакане. Я себе... Надо говорю, придумать, да? Ну, фантазия хорошая, да. давайте. Хорошая. 5 полбалла от меня. Я такое увидел и представил Вовчик. себе мороженое. Всем лизать!
в стаканчике! Кому передаешь ты? Ну давай тебя потрогаем. О, Господи. Блин, я не знаю, как это объяснить. Объясняй, как есть. Сейчас Даша будет врать, смотрите. Если бы чайку красил визажист, который с вами до этого работал, то это выглядело бы приблизительно вот так. Это чайка трансгендер или что? Чайка, птица. Если бы она попросила вашего визажиста, сделай мне макияж. Ну, это Он бы выглядело бы вот накрасил, да. Ну, я думаю, что это правда. Я но- думаю, правда тоже, да. Я думаю, ложь. Еще что ты думаешь? Думаешь, ты красивая. Правда или ложь? Ну что, показывать? Да. Я так и не поняла. Мейкап-маньяк, посмотри, накрасил. Плохого пиара не бывает. А, ну это же надо с покерфейсом было сделать. Да не обязательно. Смотри, Женя профи. Правда. Женя так и в покер играет. Такой берет карты в выигрышную комбинацию. Опять я вас всех... Ой, как я вас сейчас всех... Вы в курсе, что у нас весь выпуск будет запикан? То есть ну помогать с видением только для мифических животных. Видением это зрением, в смысле? Да, зрением. Врет. Подожди. Да врет, врет. Со зрением только для мифического. Кентавр? Я правду говорю. Я не по- Единорог? Ты вообще ничего не говоришь. Ты должен сказать, он говорит правду. Горгона? Он говорит правду. Горгона в очках. Я думаю, что говорит правду. А я объясню, почему он говорит правду, потому что он слово «видение» думал о зрении, сказал Ты «видение». думаешь, что у него проблемы со словарным запасом? В этом моменте, да, есть. Женя, у тебя моментами проблемы со словарным запасом. Не, ну это тебе- правда. Это тебе У меня с русским филолог говорит. трудно. Муж филологини. Ну, не ты, он. На фоне нас всех сейчас. Я думаю, что этот покерист врет. А я думаю, говорит правду. Два правда, Все, один... показывать? Давай. Сказал правду, это циклоп. Это для циклопа, это циклопа очки. Циклопа очки. Я думал что-то придумать, но что-то Дай у ему меня по пиздану, итогу дай думал, его. будет не так смешно. Я, получается, вообще про... А кто очки считал? А я 3 из 3 Всем. взял, кстати. В смысле? Я 3 из 3 взял. Даша победила. победила! Ну да, Глеб. Ну что же, собственно говоря, Жень, очень приятно познакомиться. Я реально клянусь, для меня тема покера не раскрыта. Мы обо всем на свете, кроме того, что, собственно, важно, как это работает, как это происходит. Поэтому, да, я буду очень рад тебя пригласить еще раз. Спасибо тебе огромное, что ты был сегодня с нами. И, собственно говоря, конечно же, не забываем о том, что можно смотреть на крысу любую совершенно хуйню, кроме Гагарин Шоу. Поэтому ставим лайки, колокольчики, подписываемся. Подписываемся не только на Гагарин Шоу, подписываемся еще на мой Инстаграм. Я хочу, чтобы у меня было 1 000 000 подписчиков. И я начал продавать косметику через Инстаграм. Потому что это реальный бизнес, а не вот это вот все. Я хочу, чтобы в Твиттере еще были подписчики, чтобы в ТикТоке лайки были, чтобы мне девочки присылали свои трусики недельные в директ и так далее и тому подобное. Но, собственно говоря, это не самое главное. Самое главное это то, что традициям наше шоу не изменяет. И поэтому сегодня будет подарочек для наших зрителей, постоянных и вновь прибывших. И невероятный пурпур! Yeah! So now you think that you're much stronger than before, that you can cope with every endurable storm, and every blunder you face makes you look up. You even can sense antibodies in your own blood. 75, 74, feeling possessed on your face down to the ground. Send my heart off to the blind stars, but they can see you, they can bring you back. You're 75, 74, feeling possessed on your face down to the ground. Send my heart off to the blind stars, but they can see you, they can bring you back. Your smile.
Smile. Yeah!